У нас утро воскресенья. Погода это просто, это неимоверно. Это апрель месяц. И Валерочке вот какой яркий завтрак. Авокадо, мы вчера купили авокадо, было 5 штук, 3 евро, да? Да. Очень хорошая цена. И авокадо, вот эти, которые с коричневой или с бордовой, да, вот с такой кожурой. Вот и мягкие, вот самое то, просто самое то. Прям классные. Вот, поэтому нам сейчас вкусно. Я нахожусь в районе вокзала снова. Это прям самое центральное место в Антверпене. И что? Мне нужно купить, никогда не поверите, что? Моющие для посуды. Неделю не могу купить. На самом деле уже стыдно брать у мамы с Дашей, поэтому нужно сейчас где-то раздобыть. Дело в том, что в воскресенье в Бельгии не все магазины совершенно работают. В основном закрыты. Работают только если владельцы иностранцы, ну там как бы вот эти вот арабские, румынские магазины, потом какие турецкие работают, ну и некоторые работают сетевые бельгийские. Вот Крюдлит, я шла сюда, и я бы очень надеялась, чтобы он работал. Но, опять-таки, он работает не везде. То есть в таких центральных местах, как возле вокзала, в центре, кое-какие работают. Вот, возле нас Крюдлит тоже сегодня закрыт. Так что мне повезло, я куплю моющее, вот, и поеду себе домой. Так, вот, пожалуйста, большая банка 3,19. Бриллиантики бесспорно работают каждый день. Каждый день. Только в праздники, по-моему, большие не работает. Вот это вот роскошь радует наш глаз каждый день. Неимоверное количество, конечно, на любой вкус и цвет. Но и здесь можно договориться. То есть какая-то система индивидуальная, скидок, все это здесь присутствует. Смотрите, какая красота. Смотрите. То есть ты приходишь, ты можешь даже в кабинете, там просто, там торги. Красота. На любой кошелек. Вот здесь начинается квартал, вот бриллианты, вы видите, это все бриллианты. И пошли туда, там вторая линия, третья, ну это целый квартал именно магазинов с бриллиантами. Кстати, говорят, что здесь очень удобно жить, потому что здесь повышенная охрана, здесь хорошо патрулируется полиция, и здесь очень-очень спокойно. Поэтому снимать квартиру в этом районе – это удача, если кому повезет. Вот здесь, возле метро Опера, очень вкусная картошка. Очень. То есть здесь огромная картошка. Очень вкусная. Запекается. Но на самом деле картофелина берется огромная. Потом разрезается, добавляется масло туда. Прям щедро, знаете. Смешивается с картошкой. Именно вот с мякотью, да, вот. И по вашему желанию туда добавляются разные начинки. Это овощи, это курица, это может быть рыба, это кукуруза, ну различные соусы. Это очень вкусно. Но вы просто не представляете, каких размеров обычно картошка здесь. То есть это не обычная картофелина, она обычно огромная. И это очень вкусно. Поверьте мне, это куда вкуснее, чем Макдональдс. В обед какой-то может быть там макменю. Вот. Но, скажем так, это не дешево. Допустим, одна вот эта картофелина с начинкой может стоить, ну, допустим, да, вы же не возьмете там просто одно там что-то там понемножку там всего. Ну, где-то в районе от 15 до 20, а то может быть и выше. Вот, евро. Вот так вот. Но это очень вкусно. Видите, что творится в этом районе? То есть это центр, сзади меня вокзал. Здесь работает в воскресенье Джамбо даже. Хоть это стал не мой любимый магазин, но так как я сейчас нахожусь возле метро, и мне ехать домой, и мне нужны какие-то там мелочи, докупить домой продукты, там колбаску, то это, конечно, тоже неплохо. В воскресенье хоть, чтобы попасть, чтобы хоть что-то было открыто. Поэтому
Поэтому я воспользуюсь рядышком здесь и поеду себе домой. Колбаски возьму, там, не знаю, что там еще нам нужно. Я сейчас вспомню. Базилик такой, 2 евро. Сейчас акция на бананы по евро. Хороший такой, хорошая такая связка. Таких прям зелененьких бананов. То есть полежат еще. Так, чтобы его взять-то? Такое. Честно, колбаска тут отвратительная, но делать нечего. Вот рыбка, смотрите, вот такой тонюсенький кусочек, тонюсенький. Один, который светится. Я вот не пойму. 2,63. Нет, девочки. 4,84. 4 стоит вот этот один тонюсенький. Даже один человек не наестся. Кошмар. Кошмар. А вот вообще 6,49. Вот тот кусочек рыбки. Дуреть можно. Так, здесь 5 евро. Вот здесь хоть побольше там что-то немножко. У меня просто дома лежит вот авокадо же вчера. Купили мы много. И так хочется именно с рыбкой. 5 евро. Ну тогда, ну это хоть что-то. На что-то похоже. Ой, здесь симфонии играют. Ну прям вообще как в филармонии будто бы находишься. В большом зале концертном. Видите, как приобщают к культуре. Вы представляете, я хожу вот так вот, пальто нараспашку, внизу, здесь у меня под низом вот такая футболка, которую я покупала недавно, ну, то есть по локоть, но это футболка, вот, и мне жарко. Вы представляете, мне жарко, но ты же не оденешь сейчас весеннюю куртку, ну, тоже такое, знаете, где-то там за углом подует, продует тоже спина, когда болит, это тоже, знаете, не совсем приятно. Ну, вот так вот. Иду, у меня прям, смотрите, жарко, вот так вот. Я уже все купила, уже стою на, господи, в метро. Доеду домой и все. И у меня сегодня планы приготовить покушать что-то нужное. И нужно садиться учить нидерландский. Нужно учить, потому. Сейчас очень сложно. Вот, и нужно реально этим заниматься, а не пускать все на самотек. И это важно, это же не для дяди Пети, знаете, там, оно им 300 лет не надо, как бы. Это нужно именно нам, поэтому все. Нужно сидеть и себе вбивать в голову то, что не вбивается само по себе. А у меня дома просто оранжерея. Вот букет. Вот букет. Вот такая красота. Вот букет. Белые, просто какие-то, ну, невозможно прекрасные. Ну и вот же вишенка на торте. Самая главная красота. Ну что интересно, когда Валерыч мне его принес, он был с одним цветком. Был такой длинный стебель, получается. Вот, и был красивый красный такой цветок. Может быть, даже такой, я не помню, оранжевый, по-моему, как красный. Но один, но высокий. А сейчас их, посмотрите, какой-то прям бутончик, несколько, и вот они там где-то между листочками. Почему так? Что-то я не так сделала. Ну, ладно, все равно приятно, все равно, видите, цветет, да и хорошо. Вот, правда, несколько иначе, чем раньше. В общем, девочки, как вы видите, я уже приноровилась к этой овощерезке. Здесь, конечно, ну, сколько здесь? 3, да, вида нарезки. Просто кружочками, потом мелкая соломка и вот такая вот покрупнее. Все-таки нужно было взять, нужно будет посмотреть в Лидле, может быть, там еще и есть. Вот те, которые там кубиками шинкуют. В принципе, очень быстро. Вообще, раз. Вот руками я всегда долго очень. Сейчас хочу рис приготовить. Рис с мясом. Вот.
Боюсь даже пловом называть, знаете. Хотя у меня будет говядина. Посмотрите, не просто там курицей там или с какой-то ерундой. Именно говядина. Поэтому, может быть, даже это можно смело называть пловом. Не знаю, готовлю одно и то же. Потому что вот такой набор продуктов. Завтра утром нужно всем будет расходиться, разбегаться. Время уже 7 часов, 8 час вечера. Ну, что его? Что вы готовите? Этот плов, так сказать, все любят. Марк даже любит с молочком. Вот такой вот рис. В любом случае он вкусный. Для риса, может быть, он и не подходит, там не писали. Но мне нравится, потому что он вкусный. Вот, сам по себе вкусный рис. И вот много морковки мне нравится. Ну, наверное, я переборщила. Или не переборщила. Уже дотру уже последнюю. Да, все. Кашу маслом не испортишь. Как и плов морковка. Хорошая штука вот это, ну, на самом деле. Как я не могла разобраться, я не пойму. В начале. Ну да, когда попадает первый раз в руки. Два 15 ночи. Ну, 2:12. Скажем так, на телефоне у меня 2:15. Я сижу, занимаюсь. Ой, короче, делаю тесты, вот слушаю вот эти все видео, отвечаю. Это очень сложно. Пошли просто такие сложнючие, такие темы. И это все тексты там такие взяты там из новостей, из того и всего. И это так резко, знаете, бабах, и все. И не хватает просто времени учить все эти слова. Они же такие, знаете, сложные. Ну, как вам, подавлять, допустим, путать, потом мочегонное, ну, кислород, ладно, там, оживление, ожирение, ну, в общем, вот это все, это уже не, знаете, не Бенхи прав, это уже бляха-муха. Ну, в общем, я вот только закончила это все делать, и только иду спать. У меня завтрак, тост с паштетом, яйцо такое с мяткой и кофе. Такой полутрадиционный. Через полчаса уже нужно выходить. Сегодня урок нидерландского. Я, как всегда, знаете, сижу, распиваю кофе, а потом, и вроде бы времени запас много, а потом раз, бабах, все, я опаздываю. Вот такой у меня шопер для моего учебника, потому что он большой, идеально для этого подходит. Вот, одела новую толстовку, штаны, пальто, у нас сегодня 5 градусов, кстати, обуваюсь и все, выбегаю. Под этот лук идеально подходят мои кроссовки Armani. Они уже, скажем так, не новые, им уже года сколько? Года 2-3, я уже даже не помню. Покупала в Киеве еще. Года 3, наверное, уже, да, ну, видите, они еще в прекрасном состоянии. Так, все, бегу, потому что Дашуня мне уже звонила. Правда, я не знаю, подходит ли этот цвет под это пальто. Наверное, нужно было одеть все-таки бежевый или куртку. Ну, куртка-пуховик мне было бы очень тепло за ним. Так, Дашунька спустилась. Дашунь, как ты думаешь, это подойдет под мою пальто? De namen, ja. En Sigrid, ik heb een vraag. Als deze les is klaar, voor de volgende cursus moet ik nu schrijven of wachten? Nee, je mag pas inschrijven als je je resultaat hebt. Hè? Ja. Ja. У нас все традиционно. Капучино. Эти конфетки любимые. У Дашуни Леон, да? У тебя? Кофе. Покупала бы самый дешевый бы абонемент. Как вы думаете, успею я на трам или не успею? Ой, хоть бы успеть, а? Хоть бы успеть. Нет, закрыл. Ой, бедный болит. Почему так? Вот гадость такая, под носом уехала.
ничего страшного. Следующий. Хорошо? То, что в том направлении 2 ездит маршрута. Точнее, по этому маршруту 2 трама. В эту сторону. Сижу всегда в начале. Не люблю. Домучили мы сегодня наш урок. Это по-другому просто не скажешь. Я вообще не пойму, почему так, то сегодня все в нашей группе были, знаете, как не в себе. Несколько человек вообще не пришли. Вот сегодня те, кто были, все какие-то, ну мы как на подбор, знаете, мы как вот в одной компании где-то там зависали все выходные и непонятно чем занимались. Вот такое вот впечатление. Вот. И еще, знаете, что заметила? Что вот новый цикл, будь то там в погоде, да, там изменения начинаются именно с понедельника. Почему так? Ну почему? Вот именно, вот была, та неделя была, ну весна. Весна просто, это все началось с понедельника. Сейчас похолодание опять ближе идет к нулю. Туда, и это все началось с воскресенья вечером. Утром мы уже проснулись, понедельник. Совершенно другая погода. Вот, и идет уже тенденция понижения. Вот. Настроение тоже, соответственно, такое же. Вот. Короче. И это так интересно, как будто бы, знаете, сговорились. Вот. Погода с днями недели. Вот. Как будто бы заодно. Вот. И еще я приехала, Даша поехала домой, а я приехала в Венингем, потому что я не хочу идти домой. Хочу... короче, в этот, сходить в этот магазин, в комиссионку, там, или кто его как-то называет, я его называю так. А в этом городке мне нравится, только вот я думаю, открыт ли он сегодня, потому что понедельник, и может быть, понедельник он закрыт. Вообще городок крутой. Я сюда как попадаю, мне вообще, ой, сейчас убьюсь. Честно, я настолько сегодня рассеянная, вообще. Короче, приезжаю сюда, и мне тут хорошо. И я бы хотела бы, если честно, тут жить. Как-то тут так тихо, спокойно. Как-то так все, знаете, прям прилично. И, не знаю. Короче, мне здесь нравится. Вот так вот. А еще у нас выехали соседи с нашего парадного. У нас вообще 4 квартиры в нашем, так сказать, подъезде. Мы, в общем-то, наша семья 2 квартиры. Потом женщина одна в возрасте жила, и пара жила, муж с женой, вот, ну, африканцы, короче, вообще, все вообще как на подбор, все классные, все тихие, спокойные, жили мы вообще в мире и согласии. И вот на выходных вот эта пара африканцев выехала, к сожалению, и мы теперь переживаем, вдруг как заедут кто-то, потому что тут народ шумный довольно-таки есть и беспардонный, до ужаса, и ты ничего с этим не сделаешь. Я как с людьми общаюсь, они такие истории рассказывают ужасные про соседей, потому что стенки-то тонкие. Ой, все слышно очень сильно, поэтому соседство имеет большое значение именно в нашем доме. Вот так вот. И теперь мы переживаем. Да, понятное дело, пустовать она вряд ли будет. И кто там поселится, так мы оставляли в парадном. И вот эти все там какие-то вещи из квартиры, там что-то от мамины, там все коляски. И вот, допустим, у нас там есть типа кладовочка, которая там не закрывается, там много всякой там ерунды, знаете. Были спокойны, потому что все были приличные, знали, что никто ничего не возьмет. И покупки там, и могли там что-то по почте, ну, заказ какой-то оставить в парадном. Люди, да, мы даже могли друг другу там под двери подложить. Ну, такое, короче, отличное отношение. Вот. И такое, я вам скажу, редко попробую еще устроить. Знаете, чтобы соседи подобрались хорошие, как на подбор. Поэтому я так всегда радовалась. Ну, вот и дорадовалась, похоже. Вот. Ну, все, пока с вами болтала, пришла. Настроение какое-то, состояние, я не пойму. Какое-то, знаете, внутри, как в ожидании чего-то плохого. Все прям дрожит, знаете, вот какое-то такое неприятное ощущение. Иногда хочется прям сесть поплакать, честно. Ну, как-то вот плохо на душе. И все. Не знаю почему.
Хотя и радоваться-то особо нечем, по большому счету, но тяжело, знаете, вот прям какой-то прям как камень на душе висит и все. Ладно, по дорогу переходить. Так, вам уже это место знакомо. Мы с вами уже сюда не один раз приезжали вместе, я вам показывала. Вот, это мой любимый, потому что здесь из-за того, что очень благоприятный район, тут нет вот этих женщин, которые везде, которые сметают все подряд в платках. Вот, поэтому здесь хорошие, можно найти там какую-то посуду, да и просто хотя бы посмотреть, знаете, посмотрите, какой ассортимент по сравнению с тем, как я недавно была. Смотрите, сколько. Короче, есть на что посмотреть. Даже я вижу такое блюдо с порога, красивое, тяжеленное, очень красивое. Мне кажется, даже не знаю, какая полка должна быть в шкафу, чтобы это выдержало. Очень тяжелое. Капец. Я одно время охотилась за такими тарелками. И их, представьте себя, не было. Хотя в Германии я смотрю комиссионки. Какие там шикарные комиссионки. Ну, в плане вот посуды всего. Там такая посуда вообще за центы. Девочки, за центы. Вот плюс-минус вот такое, но только с розовым. Знаете, есть еще с розовым вот таким вот, как это называется, узором, да, там принтом, как это сказать. Короче, там по центам вот эти дорогие вот эти вот коллекции, которые сейчас модны, вот по 50 центов, по 75, а здесь дорого. Во-первых, здесь не всегда найдешь, вот 3,50 стоит суповая тарелка, но в хорошем состоянии. Вот они сейчас новые, видимо, стояли у людей в шкафу или в сервантах, что каждый день не пользовались, потому что без царапин, знаете, от ножей нет, без сколов, без, бывает, от посудомойки, знаете, трещины от этого, ну, этот фарфор, да, трескается. Это в хорошем состоянии, но 2,50, ну, недорого, в принципе, ну, опять-таки мне оно ни к чему. Хотя в Германии очень многие занимаются именно перепродажей. Покупают, скупают, а потом в интернете где-то там на каких-то платформах типа OLX, короче, перепродают. Вот так. Слушайте, ну, вот этот был еще давно, я помню, еще до Нового года. Вот этот вот снеговик. Никто так его и не купил. Потом вот это блюдо было, я видела еще задолго до Нового года. Ну, тут нет такого нашествия прям людей, как там. Поэтому здесь ассортимент. Смотрите, какая красота. Ой-ой-ой, тоже тяжелая. 2,50. Очень тяжелая, но красивая. Смотрите, какая тарелка, блюдо. Красивая, симпатичная. Скажем так. Симпатичная. Какая красота, девочки. И самое интересное, что это все производство Германия. Какая красивая посуда. Посмотрите. И вот это блюдо, допустим, евро 50 стоит. Не очень дорого. Вот это мне очень нравится. Я сейчас посмотрю. Ой, на эту цену. И было бы куда складывать, красоты моря. И я вам скажу, прям небольшими наборами. Понятно, что не весь сервис. Но как бы есть такие вот прям наборчики, компаньоны. И в хорошем состоянии. Без сколов, без каких-либо там царапин. Вот. Но складывать все дело. Это нужно где-то все хранить. Смотрите, вот. Вот, посмотрите, девочки, какая красота. Вот это, кстати, чешский сервис. Чехия. Смотрите, легенькая. Тоже в таком хорошем состоянии. Прям, наверное, на 12 персон, я думаю. Все тарелочки такие суповые. Потом, наверное, десертные, да, или какие салатные блюда. Вот такая красота, гляньте. Ой, я не могу. Ну, это с другого набора. Это, видимо, с вот этого. Это просто кувшин. Стоит 30 евро. Это, видимо, прям какой-то... Боже, какая красота. А сколько стоит вот это вот? Не знаю. Сколько она стоит, интересно. В общем, загляденье, девочки, гляньте. Ну куда его? Ну куда?
такого я еще не видела. Ну, я думаю, подсвечу, да? Это что, 5,50. Огромная и тяжеленная. Ну, эффектная, конечно. Домой бы я такое бы взяла. Девочки, взяла бы. Но мне нравится, что здесь очень красивая вот такая вот раскладка. Все красиво, так у них разложено, так аккуратненько, со вкусом, знаете, не навалено. Приятно здесь находиться и, что самое главное, не многолюдно. То есть нет такого, что все у тебя на головах, все выхватывают, лишь бы не успеешь на что-то глаз положить, уже выхватили, забрали. Надо, не надо, ну такое. Кстати, на Новый год пожалела, что сколько я их встречала, всякого рода подсвечников. И именно здесь красивые. Вот то, что я вам показала, только что высокий, да, вот такого же формата, только меньше, да. У меня в Украине такой был, потом, правда, нечаянно разбился. Вот. Классно туда ставить свечи, очень красиво так выглядит. Вот. И я пожалела, что я не купила. Потом хотелось бы, может, и свечу поставить, то есть уже некуда было. Вот, покупать уже в последний момент. Ой, господи, тут можно нечаянно задеть что-то. 3,50 стоит. Сколько всяких статуэток. Здесь можно, знаете, разглядывать до, не знаю. Какие собачки, эти милашки. Типа колодец. А вот старички какие милейшие. Сидят себе, чаек попивают. Хотела бы я так в старости, не по свету, знаете, ложкаться с чемоданом. А где-то сидеть у берегу моря. Вот, для своего домика уютного, цветущего сада. И попивать себе чаек в радости, а не в стрессах бесконечных. Ой, девочки, как эти стрессы уже. Я понимаю, что у вас тоже там хватает своих тоже историй интересных, особенно сейчас. Но каждый думает про свое, знаете, и болит свое. Петушок какой. Скоро ж Пасха, да? Скоро начнется новая движуха. 2 евро, знаете, какой. Вот, декор красивый. Слушайте, надо Марка сюда привезти. Смотрите, сколько здесь пластинок. Огромное количество. Вот и цены евро 50. Я, конечно, не знаю. Они, может быть, поврежденные. Пластинки — это такая вещь, знаете, что может быть покрытие нарушенное, будет, знаете, жевать. Вот, и, может быть, там музыка, конечно, немножко старая, как бы для Марка. А может и нет. Ну, надо ему сказать, будет привезти. Смотрите, какой декор. Маленькие по 3 цента. А вот смотрите, какая. Евро 50. Португалия. Ну, тут тоже такое внутри, видите, некрасивое. Это я такое не люблю, знаете, со следами прям откровенными использования. Хочется, чтобы оно было такое. Вот это мне нравится, конечно. Такие кактусы, но их нужно покупать в наборе, да? Евро 50. Куда-то поставить, но у меня уже места нет. Куда все ставить? На голову разве что себе. Пока походила, погуляла, немножко отвлеклась, знаете, от своих мыслей, от всего. И уже, видите, уже стало смеркаться. Ну не красота ли, а? Как будто бы сейчас такой ландшафт, как будто бы где-то там в Шотландии. Правда? Такие домики прям старые, низкие. В коричневом цвете, узкие. Ну, красиво, красиво. Нравится мне здесь. Посмотрите, какой уютный домик. Ну, конечно, видео не передает вот этого вот, знаете, вот это ощущение, вот это вот такой атмосферности, такого уюта, ну, как на самом деле. Ну, вот правда, я даже сама смотрю сейчас через камеру, это так не выглядит, как на самом деле. Обидно. Хотелось бы, конечно, поделиться с вами. Конечно, не знаю, интересно вам. Это не интересно. Может быть, даже не интересно.
Иногда, конечно, ступор нападает, если честно, как вести канал. Заметила на всех видео, там, где, ну, мне там просто приятно. Что-то красивое меня окружает. Ну, какая-то вот была рождественская ярмарка, знаете, вот последнее видео. Ну, там, где мне просто хорошо, что-то спокойно, красиво, вот. И начинаются рьяно отписки. Отписки, только что-то как-то плохо. И название дает об этом знать, да, что какая-то проблема, какое-то плохое настроение, что-то какое-то вот что-то плохо. Чуть-чуть что-то промелькнет, все. Набежали. Вот, что это такое? Ну вот, что это? Объясните мне. Что это за черта вот такая психологическая, да, вот какая-то особенность, что людей привлекает именно вот плохие какие-то заголовки, какие-то трагичные, какие-то, знаете, вот из ряда вон. Вот. А как что-то прям хорошее раздражает. Хотя все праздники, да, вот когда там все прям желают все хорошее. Все, я не говорю про всех. Я не говорю, но в большей степени очень мало людей умеет радоваться за других. Вы не замечали? Вот смотрите на моем канале, вот одно и то же плюс-минус количество девочек, вот, которые, в принципе, пишут, которые действительно вот искренне читаешь, вот, им искренне приятно смотреть мои видео, они искренне радуются, когда мне хорошо, точно так же искренне переживают, когда мне плохо, вот. Таких в основном молча, и вот когда вот что-то вот просто, это же не то, что даже хорошо, это же не какое-то там, знаете, там супер какое-то там богатство, или супер какая-то элитная жизнь, или еще что-то. Просто более-менее. И вот неприятно. Как я смотрела когда-то какое-то видео, какой-то женщины уже, и она говорит, что если бы я снимала, как я с одного крылышка готовлю 5 разных блюд, но она намекала на то, что если бы вот прям какая-то нужда там сильная там, или вот печально, да у меня, говорит, канал бы взлетел бы до небес. А так она делится, наоборот, тоже тем, что хорошо у нее, она на позитиве, и тоже такое засирают, говорит, на каждом шагу. И всем то не верят, то сомневаются, то врунье обзывают, то такое. Поэтому вот все. И как мне написала недавно зрительница тоже, что вы типа не такая, как все. То ждут есть некоторые девочки, вот что когда же будет плохо. Ну когда же будет вот прям плохо. Вот, ну так же хочется, честно, вот чтобы понаблюдать за чьими-то страданиями, за чьими-то какими-то горькими моментами. Ой, я не могу просто. Ну, пока болтала с вами, уже и Трамп подошел. Как раз тот, что мне нужно. Отлично. Мне, правда, нужно еще зайти в магазин. И опять что-то купить, покушать. Вот это вот каждый день головоломка, что его готовить. Ну, правда, уже я не знаю. Вот что интересно, да, вот еще неделю назад вот эти все вот гирлянды, вот эти все украшения вызывали, ну, прям такую радость, ощущение праздника, а сейчас вроде бы не к месту, и уже как бы уже и все, уже и надоело, уже и праздника как бы уже, да, подзабылось, хотя мы думала, вот как мы будем жить уже без вот этого ощущения праздника, Рождества, Нового года, да очень запросто, все, уже насытились, так сказать. Так, у меня одна дорога. Хоть он мне надоел этот Джамбо уже. Ой, очень надоел уже. Честно, весь ассортимент. Ну, делать нечего. Ничего другого нет. Рядышком прям настолько. Ай, ладно. Мне-то и нужно, в принципе, картошка, да. Что-нибудь сейчас нужно такой стелёпать по-быстренькому. Господи, 4 евро взять картошки, наверное, пока есть нормально. Вообще, знаете, что хочу? Хочу на днях сделать винегрет. У меня дома свекла есть, морковки валом, картошки вот купила. Что мне нужно взять? Мне нужно взять, наверное, горошек, огурцы соленые. И все, сделать винегрет. Так, мне надо сейчас взять курицу. Наверное, быстро сделать тушеную картошку. Очень хочу тушеной картошки. Прям очень-очень. А что? А может взять мясо, обычного мяса? Взять.
Ладно, сейчас подумаю. Так, я быстренько начистила картошку. Пришла, мяско жарила, все. Все покидала, залила специи. Лавровый листок и все, овощи там, короче, морковка, это что было. И поставила тушиться. Очень голодная, хочется уже есть. Вот. Поэтому колдуем, чтобы побыстрее приготовилась. Вот какая вкуснота получилась. Вот я не знаю, я просто любитель самой обычной еды. Для меня вот это самое все простое, домашнее, такое прям, знаете, сельское, вот самое вкусное, правда. Могу там что-то такое, какой-то там, не знаю, новый рецепт, что-то такое, какой-то изыск, ну, один раз попробовать. Но вообще я люблю вот такую вот еду, простую. Вот, я уже с голодухи накинулась, уже тарелку съела.